Друзья, добро пожаловать в сказочное место на нашей планете, в Каппадокию. И первая ассоциация с Каппадокией у многих — это огромные воздушные шары, парящие в небе среди невероятных ландшафтов. Друзья, ну что же, наконец я в Каппадокии застану полет шаров. Это что-то невероятное. Это что-то с чем-то просто. Посмотрите, как это все дело выглядит. Каппадокия — это уникальное место не только в Турции, но и в мире. Сюда мечтают попасть многие путешественники со всего мира, чтобы насладиться сказочной атмосферой и невероятной природой. Я, конечно, в диком восторге, несмотря на то, что я уже не первый раз в Каппадокии. Но или писает, или какает. Что ж, присаживайтесь поудобнее, не забывайте подписаться, если еще не подписаны, ну и погнали смотреть яркую, сочную серию про невероятную Каппадокию. Итак, друзья, ну что ж, всем добро пожаловать в Каппадокию, и выпуск мы с вами начинаем с самого, наверное, главного места. Здесь много, на самом деле, главных мест, но это одна из ключевых точек — Долина Любви. И здесь главная фишка — это вот такие внизу торчащие необычные конструкции, вот, которые напоминают кое-что. Кому-то грибочки напоминают, а кому-то что-то другое. Вот, напишите в комментариях, что напоминает вам такие виды. Вот, ну слушайте, ну вокруг картина просто красота, все вот эти необычные пейзажи, эти ландшафты вокруг, просто смотрите, как космический какой-то космический необычный иноземный пейзаж. Да, а здесь смотрите, и лошадки, и верблюды припаркованы. Кстати, для тех, кто не знает, слово Каппадокия произошло от греческого капа, что-то такое там. Ну, это страна лошадей, страна красивых лошадей. Когда сюда впервые там заселялись греки, не о турках речь идет, конечно, там не Османской империи, до этого здесь жили не турки. И вот эти подземные города, которые мы с вами сегодня увидим, это все не от турецких рук дело, скажем так. Вот, то есть сюда греки, Византия, Римская империя, еще в те времена. Здесь много было других цивилизаций. Вот, и они назвали Каппадокия, вот страна лошадей. Но что здесь делают и верблюды, не знаю. Вот, и с таким потрясающим видом пасутся здесь и лошадки, и верблюды на вот эти все грибочки. Просто красота. Здесь еще тачка припаркована. Это, видимо, для фотографирования. Прям на обрыве ее так запарковали. Слушайте, ну красота, ляпота. Да, ну а в Каппадокии я уже был лет 5 назад, если не больше. И хочу сказать, что для меня это, наверное, лучшее место в Турции. Ну вот, если не брать в расчет, что здесь нет моря. Самые невероятные эмоции. Сегодня у нас будет столько всего интересного. Вы уже видите, с чего только начинается. И подземные города, и полеты на воздушных шарах. Короче, все у нас впереди. Поэтому выпуск будет яркий, насыщенный. В Каппадокию однозначно всем рекомендую приехать ради таких невероятных видов и невероятной атмосферы. Такого в мире больше нигде нет. Как же образовались такие невероятные ландшафты в Каппадокии? Более 60 миллионов лет назад здесь происходили извержения вулканов, чья застывшая лава со временем создавала многослойные породы туфа. И из этого мягкого туфа в сочетании с твердыми базальтовыми пластами возникли необычные причудливые формы рельефа, которые выглядят как каменные столбы, грибы и другие причудливые формы. Так, ну а мы уже приехали на следующую смотровую точку. Они все будут близко находиться. Каппадокия такая плотненькая, все достопримечательности. И у нас отсюда открывается вид на Гёреме. Как раз город, который находится в скалах. То есть есть гостиницы, в которых можно
жить прямо вот в этих скалах. Сейчас мы туда подойдем, к тому концу, там будет видно. О, здесь, кстати, мы туалетную бумагу что повязали. Я думаю, типа должны быть платочки, платочки, платочки. Это же туалетная бумага повязана. Ну вы даете. Вот вам лайфхак. А в Сочи берут деньги за это. А кто-то придумывает туалетную бумагу повязывать. Так, ну вот мы с вами сейчас выйдем на этот край, и откроется вид на Гёреме. Так, ну что, подходим к краюшку, то есть с правой стороны, видите, просто эти все скалы, скалы, скалы. В них, хотя в них тоже кто-то живет, вон там окошки есть. Вы прикиньте, люди додумались, реально, вон там окошки есть в этом всем. То есть внутри они выдалбливали туфовую породу. То есть туф это мягкий материал, его внутри выдалбливали, вытаскивали и там строили себе домики. Вот это, конечно, что-то невероятное. Вот и там целый внизу город с выдолбленными домами, отелями. Ну, у нас будет отель сегодня попроще. Мы с вами тоже остаемся с ночевкой. То есть у меня экскурсия, соответственно, на 2 дня в Каппадокию. Вот, будет насыщенно все. Кстати, приехал я сюда из Кемера. Ехали мы, наверное, часов 8, если не больше. Готовьтесь. Каппадокия находится далеко от курортных зон. Самая близкая точка, наверное, из Анталии ехать. Из Алании где-то 8-9 часов ехать, из Кемера 8-9 часов ехать на автобусе. Конечно, если вы там поедете на Феррари, может быть и быстрее получится, но вот готовьтесь. Ну, автобус, надо признать, был комфортный, я даже выспался нормально. То есть, причем первую часть, даже больше, чем первую часть, мы ехали на большом здоровом автобусе, а потом уже подъезжая к Каппадокии, пересели на маленькие автобусы, у нас маленькие группы, что в принципе тоже удобно. Так что на большом автобусе выспался, а сейчас у нас здесь мини такие небольшие группы, и путешествуем, там, не знаю, человек 10 у нас, 14 в группе, и любуемся всеми этими красотами. Ребята, это бомбиссимо. Слушайте, дух захватывает, это какие-то нереальные марсианские, космические, инопланетные виды. Вы где-нибудь такое видели еще в мире? Такого больше нигде нет. Да, ну а экскурсию я, как всегда, бронировал на сайте Империи Туризма. Все экскурсии, которые я беру в Турции, я беру в Империи Туризма. Ссылочку оставляю в описании. Хоть в Каппадокию, хоть в Памуккале, хоть прокататься на корабликах, хоть там в Демре Кикова съездить. Из Кемера, из Алании, из Анталии, из Сиде, из Белека, откуда угодно. Переходите по ссылочке в описании. Лучшие цены на экскурсии в несколько раз дешевле, чем у отельных гидов, разумеется. Компания Империя Туризма я езжу уже не первый год, не первый сезон и не по одной единственной стране. Много раз ездил в Турции, в Дубае, в Египте. Поэтому ребята проверенные. Ссылочку на них оставляю в описании. Вот, ну а мы с вами продолжаем изучать невероятно красивую Каппадокию. Для понимания, Каппадокия — это не город и не деревня, а целый регион. Причем один из самых больших в центральной части Турции. А то самое место, где летают воздушные шары, называется деревня Гёреме. До Каппадокии можно добраться на прямом автобусе из Стамбула или, например, Анталии за 8 часов, либо за 2 часа самолетом до Невшехира или Кайсери, а затем на такси до Гёреме. Климат в Каппадокии резко континентальный, лето обычно жаркое и сухое, а зима холодная и снежная. При этом днем летом здесь может жарить солнце 35 градусов, а к вечеру температура может опуститься до 10 градусов, поэтому не забудьте взять с собой теплую кофту. Так, ну а сейчас мы приехали с вами в подземный город. Здесь целая система подземных городов, их много разных в Каппадокии находится. Сейчас мы приехали, который называется Татларин. Вот, и сейчас будем смотреть, как это внутри. Прикиньте, люди жили внутри. Сверху тоже, кстати, смотрите, пещеры видны, пещеры. Вот, но суть в том, что подземный город находится под землей, и там жило 20 тысяч человек. То есть это что-то какое-то невероятное. Это только вот в этом месте. Там в других местах тоже жили. Так что очень интересная локация, очень интересное место. Да, ну и еще уникальная штука здесь припаркована. Посмотрите, чем выше горы, тем ниже приоры. А здесь тоже, судя по всему, действует такое же правило. Смотрите, насколько низкая здесь какая-то
турецкая машина. Вообще даже палец, мне кажется, там он не пролезет. Смотрите, ну это на подвеске. Буква Т — это какие-то турецкие тачки. Я не знаю, кто разбирается, напишите, что это за тачка такая. Да, ну а вы зацените, как используют пещеры, подземные города. Я даже прохожу мимо, смотрю, гараж и оперный театр. Смотрите, запаркована машина внутри. Используют как гаражи. А это как туалет, что ли? Это еще и, походу, и туалет какой-то. Не, там какая-то подсобка. В общем, вот она, современность. Раньше люди здесь жили, там, видимо, может быть, скот держали, а сейчас вот машина пришвартована. Так, ну что, мы все, начинаем заход в подземный город. Ну-ка, давайте посмотрим, как он у нас выглядит. Супер необычное. Смотрите, здесь уже даже перед входом все в такое изрыто в всяких дырочках таких, в каких-то помещениях. И мы с вами туда опускаемся, идем под землю. Ребят, чтобы вы понимали, глубина вот здесь где-то 6 этажей. 6 этажей, а есть подземные города, в которых 15 этажей под землю уходит. И смотрите, как узенько. Это еще кто-то еще и снизу вверх поднимается. Зайдемся. Да, тесненько здесь, конечно. Так. Оп. Давайте быстрее, нам очень... Так, друзья, ну что, заходим в главное помещение. Опять же, здесь много разных уровней, много различных туннелей. Это все мы, конечно, не посмотрим, все этажи, но базово давайте я вам покажу вообще, как визуально это все выглядит. Чтобы вы понимали, вот этот круг — это дверь. Собственно, ее закатывали вот сюда. Здесь, видите, паз есть. Сюда вставлялся вот этот круг, который весит 600 килограммов. Если в случае там нападения врагов каких-то, этот круг сюда загонялся. Несколько людей его поднимали и закрывали вход прям во все помещение. Так, здесь даже есть тюремная камера. Вот здесь, представляете, держали людей в заточении. Ну, провинился кто-то, если. Короче, там внизу тюрьма. Так, ну, а внутри помещения главный зал выглядит таким образом. Здесь различные комнаты. Там тоже комнаты, там где-то для хранения фруктов было, овощей и так далее. Типа как холодильники какие-то. В какие-то периоды это использовали как морги вообще даже. Здесь вентиляционные шахты. Смотрите, туда он наверх выходит, воздуха здесь хватает, то есть дышать есть чем. И самая интересная комната — туалет. Вы можете представить? Но нам гид предупредил, это туалет не для туристов, а это туалет, когда-то здесь был туалет. Поэтому давайте заглянем, как выглядел в древности туалет. О, ребята, вот это трон. Ребята, вот это туалет. Конечно, так туалет. Слушайте, а как им пользоваться? Ничего себе, вот как им пользоваться. Ну, благо запаха никакого нет. Опять же, туристам здесь ходить в туалет не надо. Там выгребная яма получается. Сидишь на таком троне. Ну, слушайте, уникальное место, конечно. Я впервые вижу такой туалет 3000 до нашей эры. Можете представить, как выглядел туалет? Не японские современные туалеты, конечно. На что я обратил внимание, нет споласкивателя для ног. Как без споласкивателя для ног? В древности его не было. Друзья, чтобы вы понимали, где мы ходим, этому месту очень много лет. 3000 до нашей эры. Я даже что-то сложить сейчас не могу. Это 5000 лет назад. Ну, больше, чем 5000 лет назад вот такие были подземные города, и на территории, собственно, Каппадокии таких городов 200 штук. Это один из них. То есть их там, а для туристов открыто где-то 30 городов. Можно там в один приехать, в другой, в третий. Все города еще и не посмотришь. Так. Еще одно помещение, тоже здесь всякие углубления. Здесь вот хранили когда-то овощи, еду какую-то хранили, как морозильные камеры такие, а в какие-то периоды это было моргом, чтобы вы понимали. Конечно, да, такое здесь ощущение. То есть, представляете, вы живете, и рядом здесь был какой-то морг. Так, ну а мы сейчас с вами пойдем дальше вниз. Там дальше идет лабиринт, и пойдем еще ниже на этаж. Вот клаустрофобам вход запрещен. Как бы у нас уже из группы несколько людей отказались туда идти, испугались. Так, ну что, погнали с вами вот этот самый узенький проход. Ну-ка, опа. Слушайте, блин, несмотря на то, что я 1,50 м, мне-то как тяжело, а как высоким людям-то здесь вообще. Ого. Слушайте, красиво. Вообще красота.
чувствуешь себя, конечно, как Индиана Джонса, Лара Крофт, расхитительница гробниц, куда-то. О-о-о. Здесь такие тоже пейзажи, такие виды. А вот эти здесь штуки, видимо, разминутся. Слушайте, какие они маленькие люди были. Как они здесь ходили? Ёперный театр. Так, я какую-то кнопку нажал. Так, блин, здесь еще и скользко. И около мене. Так, аккуратненько спускаемся. Как вам такой антураж? Слушайте, напоминает чем-то пирамиды в Египте. Какой-то вот такой древний дух, только здесь попрохладнее. В пирамидах я просто тек, там жарко, воздуха нет, а здесь хотя бы предусмотрена вентиляция и прохладненько. Так, ну все, вот мы с вами и внизу, уже на следующем этаже, там можно еще ниже. Так, что говорят? Их тоже надо снимать. Так, да. Да, местные, они из этой деревни. Нараба. Окей, да. Так, хорошо, я хотел показать, что на этом этаже самая интересная достопримечательность, еще раз туалет. Хочется сказать, что какие засранцы были в те времена люди, да? Точно. И как связь важна. Да. У нас же здесь еще... Да, еще, ну-ка, связь. Это связь, как Facebook, как телефон был. Друг с другом они здесь общались. Ага. Например, сейчас минус второй этаж. А куда? Туда вниз кричать надо было, наклоняться? Например, вот так, кстати, говоришь, Олег! Я туда отвечаю прям. Вот, да, Иван, да, хорошо. Так, ну и туалет, собственно, здесь выглядел, ну, плюс-минус то же самое. Та же самая конструкция. Но видите, на каждом этаже должен быть туалет. Удобно, это все продумано у них. Так, еще лезем дальше, на кухню лезем. Здесь, говорит, большая, огромная кухня, но нужно очень аккуратно здесь. Ловушка есть. Ёперный театр. Что-то стрёмненько. Блин, а как я туда? Не, ну нафиг, я не полезу туда. Я обратно не вылезу. Он говорит, ноги у тебя длинные, попробуй. Я не буду пробовать. Ребят, я обратно не вернусь. Похоже на камень, но не камень. Тоже порода камень, но это крепкая. А туф наша, вот еще раз показываю. Быстро, да, мягкий. Еще раз, песочный камень, лава с песком. Как смешанный песком, как вместе. Из-за этого люди смогли сделать подземные города. Так, здесь внутри даже церковь есть. Смотрите, сохранились супер древние иконописи. Это прям вообще раритет. Здесь даже икона Иисуса Христа 16-летнего изображена. В Каппадокии много подземных городов, первые из которых были построены аж в 2000-х годах до нашей эры, то есть этим подземным городам более 4000 лет. И первыми, кто строил подземные города, были хетты. В числе наиболее популярных являются подземные города Деринкую и Каймаклы, но помимо них еще есть множество других подземных городов. Подземные города создали, чтобы избежать различных нападений врагов и гонений в разные периоды. Глубина самого глубокого города достигает 15 этажей вниз. Они представляют собой сложные лабиринты туннелей, комнат, вентиляционных шахт и запасных выходов, уходящих на десятки метров вглубь земли. В помещениях жили как люди, так и разводили скот. Все было приспособлено для длительного проживания под землей без необходимости подниматься наверх. Так, ну а у нас начинается самое главное, что происходит на экскурсиях. Это, как думаете, что? Разумеется, обед. И я, кстати, не шучу, женщина прям с самого начала, сток мы остановились с первой остановки, уже спрашивал, а когда будет обед? Вот, так что обед начинается. Здесь шведский стол, кстати, обед хороший, прям, смотрите, куча всяких, там, курочка на гриле в каком-то соусе. Здесь всякие тёфтые котлеточки, там, рисок, что-то там, чечевица, булгуры, там какие-то супы еще, всякие овощи, фруктов, кстати, нет, помидоры, это что такое, запеканка какая-то там, огурцы соленые, оливки, перчики, лучок нарезанный, плюс сладости, он тоже различные, ну, слушайте, ну, прям как в отеле. Вот. Но надо сказать, что обед оплачивается отдельно, он не включен в стоимость экскурсии, он всякие сладости, пахлава и прочее. В общем, такой обед крутой, здесь две зоны, можно набрать здесь, можно набрать в этой зоне, здесь то же самое, а и рыбы тоже он еще есть даже. В общем, обед стоит $15, ну, за такой обед, за шведский стол, прям, мне кажется, вполне нормально. Короче, адекватно, нужно брать обед. Потому что некоторые пошли на терраске, что-то там свое есть.
Я взял отдельно, доплатил $15. Ща наемся. Короче, все. Всем приятного аппетита. Буду садиться. Вы прикиньте, здесь есть даже оливьешечка. Я оливье всегда беру на Новый год. Ну, ем точнее. Но решил себе тоже взять и побаловать оливьешечку в Турции. Ну-ка, это будет что-то необычное. Так, получается такой шведский стол, короче, такой вот обед, но напитки, как всегда, в Турции не включены в стоимость. Несмотря на то, что это отдельно оплачивается $15, в эту стоимость напитки, ни кола, ни вода, ничего не включено, поэтому вам лайфхак с собой что-то привозить. Это никто здесь не особо там не проверяет, но бутылки ставить, конечно, здесь не стоит. Но с собой водичку взять стоит. Все, всем приятного аппетита, будем присаживаться и уплетать. Так, а мы тут едем, собственно, и смотрите, кто посреди дороги. Я прибежал спасать ее. Ну-ка, давай. Сколько ты весишь? А, не такая уж и тяжелая. А, вон тоже сфоткаться хотят. Все, давай беги туда. Опа. Посреди дороги бежит. Она какает, вы не подносите. Какает? О, или писает, или какает. О, жидким. Ну, это описалось, наверное, от страха. Так, или обкакалась, так даже не знаю. Ну, ты молодец, конечно. Все, давайте отпускаем ее. Так, ну а у нас сейчас еще одна остановочка у крепости Учхисар. Здесь такая надпись. И, собственно, это была такая крепость оборонительная. Там жили военные. Там всякие оборонительные сооружения и так далее. Кстати, я же здесь был, ну, сколько там, 5-6 лет назад. Вот, и вспоминаем, когда мы приехали в Учхисар, забрались на самый верх туда, и пошла песчаная буря, самая сильная за последние там 100 лет, что-то вообще турки. И это было видно сверху, как она надвигается. Мы там пережидали внутри. Это интересно пересмотреть старые выпуски 5-6-летней давности. Вот, эти были невероятные эмоции от этой башни, я помню. Вот, ну давайте внутрь в нее прогуляемся. Вот, посмотрим, какие панорамные виды открываются с нее. А здесь, ну, как всегда, традиционные всякие турецкие сувениры какие-то, кофейнички для кофе, для варки, всякие штуки. От сглаза мы на стримах с вами разыгрываем. Кстати, не забывайте по субботам заходить на прямые эфиры. Там разыгрываем сувениры, в том числе вот обереги вот такие разыгрываем. Что-нибудь еще из Каппадокии я привезу, тоже разыграем. Какой-нибудь, может быть, магнитик с шарами. Главная изюминка такая Каппадокии. Вон тоже всякие сувениры какие-то, рюкзачки, сумочки, лампочки. Смотрите, лампы Аладдина. Такие. Вот шляпы. Здесь вот смотрите, какие прикольные сувениры как раз с дырочками, впадинами. Ну, это такое фиг увезешь с собой, куда это вот в багаж такое и не положишь. Либо разобьешь, либо это не влезет даже. Но, вот маленькие можно. Посмотрим, что, короче, на стриме. Надо что-то выбрать, чтобы на стриме разыграть. Вон горшочки здесь всякие тоже сувенирные. Ну и тут, видите, у нас такие бутафорские воздушные шары. Мы с вами с утра просыпаемся и едем смотреть, как летают шары. Я вряд ли буду летать, потому что стоимость полета от $200, $300, а в пик сезона $400 полетать на воздушном шаре. Как-то жаба душит, поэтому мы поедем с вами смотреть, как они летают. Это не менее зрелищное представление, поэтому главное, чтобы они летали. Я надеюсь, что в этот раз они полетят, потому что в прошлые разы прилетал, за 3 дня они ни разу не полетели. Вот, так что будем надеяться, что в этот раз повезет и отправляемся. Завтра уже забронирована у меня поездка на пусковую эту площадку, откуда все стартуют на джипах, поэтому будем ждать самого главного представления — запуска шаров.
Так, ну а мы уже сейчас заселяемся в отель. Соответственно, мы с ночевкой сюда приехали. Экскурсия на 2 дня. Отель выглядит таким образом, такой большой, кстати, прикольный. Там еще должен быть бассейн. Я так понял, что до 9 часов вечера где-то может быть, на крыше есть бассейн. Сейчас давайте посмотрим, но сперва давайте покажу, как выглядит номер. Ну, в целом все круто. Здесь у нас включены ужины. Если обеды у нас были не включены, то ужины здесь будут включены. И завтраки тоже будут включены. Вон там будет в 7 часов вечера все проходить. Так, ну поехали, покажу номер, как выглядит. И хочу посмотреть бассейн. Вот, смотрите, здесь у нас всякие пейзажи, ландшафты Каппадокии такие встречают. Так, ну что, заходим в номер. Номер такой небольшой. Такого формата, что здесь есть, ну, достаточно просторная кровать, есть телевизор, есть кондиционер, но в Каппадокии, мне кажется, важнее не кондиционер по вечерам будет, а обогреватель. Надеюсь, он на обогрев работает, потому что ночью здесь 12 градусов, чтобы понимали, днем 35 жарит жара, а ночью 12 градусов, прохладненько. Есть чайник, есть шкафчики, Wi-Fi в номере есть. В целом все нормально, хорошо, красивенько. И из окна заодно увидел бассейн. Он оказывается не на крыше, а вон он выглядывает. Там даже шезлонги есть. Можно покупаться в бассейне. А я плавки не брал. Так что вот имейте в виду, можно в Каппадокии еще и в бассейне покупаться. Так, ну а номер здесь в принципе не столь уж вообще и критичен, потому что мы только заселились. Сейчас у нас уже в 7 часов, даже 6:30 начнется ужин. Нужно ложиться спать, потому что в 4 утра вставать на шары. Ребят, так что у нас скоро начнутся полеты на шарах, ну, поездки на шарах, поедем на джипы, к ним, надеюсь, будут летать в этот раз. Вот, ну, а номер, говорю, нормальный, все окей. Сейчас зайдем с вами на ужин, покажу, как выглядят здесь ужины. Ну, и такой, в принципе, нормальный туалет с мыльно-рыльными принадлежностями, со всякими там шампунями, с феном, с телефоном, даже и оперный театр. Можно звонить, заказывать пиццу. Бармен, добрый вечер, пожалуйста, пиццу в студию. Вот. Это как бы уровень 5-звездочных даже отелей, я вам скажу. Так что неплохо, вполне нормально. Ну все, буду сейчас собираться и отправимся уже на ужин. Так, ну у нас начинается, собственно, ужин. Ужин включен в проживание. Собственно, все включено. Здесь у нас еще, значит, макарошки, здесь какие-то котлетки, здесь грибы, булгур, горошек, картошка фри. Это индейка. Здесь рисок. Вот, повар передает привет. Окей. Так, здесь можно выбрать место, где сесть. Всякие фрукты, яблоки, опять же, сладости, вкусняшки, что-то пахлава, тортики, кексики. Ну-ка, можно пройти. Так, проходим сюда, всякая зеленушка здесь набор. Ну, не 5-звездочный отель, ну, что-то выбрать можно. Но индейка там, в принципе, вот жареная на гриле. Вкусные всякие салатики, тоже зеленушка, перчики. Ну и зона тоже со всякими сырами, сыры фета. Здесь тоже какие-то, здесь тоже соленья, какие-то грибочки. О, слушайте, какая-то мода пошла, опять салат оливье. Ну, слушайте, на обед с вами оливье ели, здесь оливье. Тоже баклажаны на той стороне какие-то, или кабачки какие-то тушеные. Ну, в общем, вот такой вот ужин. Кстати, казалось бы, еда такая простая, ничего особенного, но вкусно. Слушайте, я набрал и прям пальчики оближешь. Вот эта штука прям на хлеб намазываешь, вкусно. Супец вкусный, индейка тоже с соусами там вкусно. Вот, так что вроде, казалось бы, простенький такой достаточно ужин, но все вкусное и хорошая. Вот как бы и сыр тоже клевый. Вот здесь и сыр косичка, оказывается, есть. И еще какой-то сыр. И другой сыр. Короче, куча разновидностей сыров. Супы. Так что ужин сытный, плотненький. Надо сейчас подкрепиться и идти уже готовиться ко сну. Потому что в 4 утра, ребята, в 4 утра вставать на шары. Смотреть, как летают шары. Целая тяжелая дорога была целый день, ну полдня, то есть 8 часов, 8-9 часов в дороге на автобусе. Это, конечно, вот сейчас вырубает потихонечку, сейчас нужно подкрепиться и на боковую идти спать. Вот, и сейчас с утра проснемся, и вы уже сразу увидите процесс полета на шарах.
Итак, друзья, ну что, мы приехали в 4 утра на джипах на смотровую площадку, где уже начинают стартовать воздушные шары. Здесь такая обзорная площадка. И внизу, вон, они уже начинают разогревать свои двигатели. О, и слушайте, это так красиво выглядит, кстати. Еще рассвета нет, скоро будет рассвет. И они так красиво здесь зажигают свои огонечки вот эти внизу. Прям, слушайте, супер. Так, ну они поднялись все, они приподнялись. Смотрите, и там тоже, и здесь, и здесь. И, короче, сейчас, походу, будут лететь, потому что уже все готовится. Слушайте, у них тепло, наверное. Здесь, блин, пипец холодно. Кофты обязательно берите с собой в Каппадокию. Пипец холодрыга, конечно. Несмотря на то, что днем 35, сейчас здесь прохладненько, мягко говоря. Итак, друзья, ну что можно сказать, полетели! Нам с вами повезло, воздушные шары полетели. И прямо здесь рядышком тоже стоят воздушные шары. Это что-то с чем-то. Вон полетели, вон летят, вон там вдалеке летят. Наконец, который раз я, второй раз в Каппадокии, и наконец я застаю полет шаров. Вон у нас здесь тоже. Слушайте, супер! И это они сейчас все поднимутся, в воздухе будет больше сотни шаров, чтобы вы понимали, видите, из разных частей. Там полетели, и сейчас будет все. О, ну-ка, кто первый полетит, справа или слева? Так что, у нас уже полетел шар, прям отрывается от нас, молодожены на фоне взлетающего шара. Вау, вокруг их сколько, полетели. Слушайте, это, кстати, прикольно выглядит, потому что еще рассвета нет, они еще такой в полутемноте, когда они зажигают вот эти свои горелки, подсвечиваются очень красиво. Днем, когда солнце будет, не так, наверное, красиво и ярко это будет. Слушайте, ну без преувеличения, это прям супер-мега масштабное зрелище, на которое нужно обязательно попасть. Я так рад и доволен, я боялся, что не будет, собственно, этого полета, потому что 3 дня до этого не летали шары. Ну, это гид такой говорит, блин, я чувствую, все, должно, погода как-то наладилась. А, кстати, непонятно почему, ну, может быть, сильный ветер, или наоборот, может быть, ветра нету. Смотрите, какое небо все в этих воздушных шарах. Это что-то. Короче, я в диком восторге, я очень рад. А представляете, если ты будешь еще и кататься на этих воздушных шарах, то там сколько у тебя еще эмоций. Ну, блин, дорого, ребята. $200 сейчас в данный момент стоит полет. В какие-то моменты он там $400 стоит. А гид говорил, что максимум, что он помнит, $800 заряжали за полет на шаре. Ну, это, конечно... Ну, блин, и 200, ребят, ну, как бы 200 недешево, но, видите, пользуется все равно спросом. Здесь невозможно их миллион запустить, ограниченное там количество, судя по всему, есть лимитов, вот, и, разумеется, все хотят. Чем больше людей хочет, тем, соответственно, дороже и будет. Полеты на воздушных шарах в Каппадокии проводятся круглый год, но запуск шаров происходит далеко не каждый день. Причиной всему погодные условия. И важна не температура воздуха, а сила ветра и облачность. Часто шары не летают по несколько дней подряд, причем о факте отмены полетов становится известно только рано утром. Стоимость полета на шарах начинается от $200 и может достигать $400 с человека. Так, а у нас следующая смотровая площадочка. Сейчас они уже начинают садиться. Кстати, летели они, слушайте, летали полчасика где-то. За это заплатить, блин, $200. Ну, блин, хрен знает. Кстати, надо сказать, что поездка на этих джипах, это тоже отдельно оплачивается. Это
не входит в стоимость экскурсии. Дополнительно нужно оплатить. $50 стоит выезд на джипах, и $30 стоило, если поехали на автобусе. На автобусе всего 2 остановки, точки, на джипах 4, и можно забраться было, соответственно, на самую высокую такую точку. Смотрите, они все уже потихонечку начинают приземляться. Все, то есть они, слушайте, блин, реально полчаса они летали. Я думал, это часами куда-то сейчас улетят, а они уже все потихонечку пошли на снижение. Сейчас у нас здесь будет точка, где они вон садятся уже. Слушайте, не, ну это чудо какое-то. Это реально 8-е чудо света, говорят о Каппадокии. Что в таких ландшафтах, такие виды, это что-то прям нереальное. Короче, огонь, ребята. Пишите в комментариях, как вам такие виды, как вам такие полеты. Ну, это что-то с чем-то просто. Посмотрите, как это все дело выглядит на заднем фоне. Прям, вау, я в восторге. Смотрите, прям на нас летит, прям на нас. Шар сейчас сядет куда-нибудь на нас. О! Это прикол вообще. Так, берегите головы, как говорится. Слушайте, офигеть. Так, смотрите, прям над головами сейчас кого-нибудь собьют. Вау. Вот это кадры у ребят там получится, прикольно. Смотрите, внутри там, конечно, людей тоже набито, пипец. Там, смотрите, друг на друге они стоят. Там, если корзинку эту посмотреть, то там человек 20, наверное, внутри. Да, ну а их циркуляция в воздухе вообще какая-то там необычная. Вверх, вниз. Они так хаотично как-то едут и еще при этом не сталкиваются. Смотрите, вверх, вниз, кто-то туда вверх, вниз. Я думал, они уже на посадку пошли, но нет, они пошли обратно на взлет. То есть это они к нам сюда приблизились и потом обратно полетели снова вверх. Я подумал, что так мало они полетали. Вот. Так что, не, наверное, нормально. Они где-то примерно час будут летать. Потому что мы там стояли где-то минут 20, сюда приехали тоже минут 20, стоим, смотрим. Вот. Поэтому суммарно, наверное, часик они полетают. Так, у нас еще одна остановка. Всего должно быть 4 остановки. Здесь, смотрите, какие красивые тачки. Красивые фото. Кстати, это все китайцы или кореянки? Смотрите, они все на ретро-тачках тусят. Реально, наших нету здесь. Все вижу азиаты. О, как она принарядилась. Там какие-то ковбойские наряды. Еще здесь. Просто сколько здесь людей. И все на ретро вот таких автомобилях. Красота. Смотрите как. Опа. Да, друзья, ну я, конечно, в диком восторге, несмотря на то, что я уже не первый раз в Каппадокии, но первый раз увидел шары. Мне кажется, что здесь будешь в восторге и 2-й, и 3-й, и 10-й раз тоже. Слушайте, ну супер локация, супер места, ездим по разным точкам. Ну, однозначно рекомендую, конечно, блин. Доплачивать вот $50, это, конечно, тоже недешево, мягко говоря, но оно того стоит однозначно. Эмоции невероятные. $50 за такие эмоции точно стоит. Столько разных локаций, столько разных мест. Очень круто. Так что пишите в комментариях, как вам такие виды. Да, у девчонок здесь вообще такой полный фотосет. Они, смотрите, здесь и в таких нарядах, и в таких нарядах. Красотки просто. И здесь, и здесь. А можно я тоже там залезу, сфоткаюсь? Hello. Нам тут еще детское шампанское наливают. Нормально вообще. Короче, это я отходил снимать. И не заснял, как это. С бокалами, короче, вокруг воздушных шаров. Красота. Так, ну что, воздушный шар прям приземляется на нас. Прикиньте, такая махина. Кстати, вам кажется, наверное, что это маленькое, что-то это... Блин, она прям на голову мне летит. Так, а что, нужно убегать или что?
Я надеюсь, он контролирует вообще ситуацию. Сейчас на машины к нам сядет. Так, это вообще громадина. Метров 15-20. Офигеть. Вот это да. Чтобы вы понимали, куда он летит. А, он прям сюда, на нас, что ли? Где-то здесь будет сейчас садиться. Вау. Так, главное, чтобы на голову никуда там не село. Слушайте, прям дотронуться можно. Ну, чтобы вы понимали, прям вот. Можно подойти и дотронуться рукой. Вон она. Вот это прямо над нами пролетает. О, прям над машиной. Интересно, были ли приземления на машине? Сейчас в кусты сядет. О, ух ты, от него жар-то какой. Все, в кусты садится. Хорошо не на машину, машина чуть-чуть в него не врезалась. Прикиньте, он на дорогу садится. Ничего себе! Машина останавливается. И он прямо в машину садится? Нифига себе. Я даже не думал. Прикиньте. Смотрите, его ставят на дороге прям. Засовывают. Это предполагалось так или это случайно получилось? Смотрите, машины все стоят, ждут. Так, ну а сейчас мы приехали в долину фантазий. И здесь много различных фигурок. Можно увидеть силуэты вот в этих скалах. Например, вот это у нас с вами верблюд. Где-то здесь кавказские какие-то мужчины есть. Есть мексиканская шляпа. Есть уточка. Есть целующаяся пара. Но вам, кстати, здесь плохо видно. Там вон чуваки на лошадях скачут. Вот. Ну и здесь такая мини-остановка у нас. Можно туда сейчас спуститься, прогуляться среди этого всего. Ну здесь просто даже не то, что кого-то ты видишь, а сами ландшафты очень крутые. Опять же, вот эти туфовые породы образовывают вот такие невероятные пейзажи. Так, ну а мы с вами на самый верх сюда заберемся. Кстати, берите, разумеется, сюда кроссовки в шлепках. Не надо. Я было думал ехать. Во-первых, холодно, а во-вторых, вот это все скользит. Вон там кто-то поскальзывается. Поэтому, чтобы хорошая была цепкая подошва. И мы с вами поднимаемся здесь на самый верх. Тоже какие-то силуэты, кто кого что видит. Так, ну вот мы с вами практически и на вершине. Я один-единственный забрался на такую высоту. Вау! Слушайте, блин, ну виды, они отличаются. Это же разные долины, понимаете? Мы смотрим, ну, казалось бы, вроде, да, что-то вот плюс-минус похоже, но они же все разные. Где-то они треугольные, где-то они овальной формы, где-то они как грибочки. Здесь еще другие. Короче, ландшафты в Каппадокии, ну, реально марсианские. Неземные. Где вы такое еще видели? Там какие-то даже раздвоенные, сдвоенные и прочее. Что вот это, чтобы понимали, вот как после извержения вулкана застыла лава. И вот она уже много миллионов лет вот так вот ветрами, водой размывается. И получаются такие невероятные пейзажи. Вот у нас с вами как раз можно лицезреть, как наверху базальтовая эта основа, тут туфовая, она чуть мягче, поэтому ее так вот подразмыло ветром, раздуло, а наверху, видите, шапочка вот эта остается. Да, конечно, невероятно. Вау. Здесь смотришь, какой-то барашек находится. Здесь вот фантазию, если включить, не зря долина называется долина фантазий. Здесь как будто бы мужичок, и у него штучка с ноготок. Что здесь еще тоже какие-то, ну, какая-то змея, как будто кобра появляется. Ну, во всем этом можно разглядеть кучу различных причудливых изображений и форм.
Он вообще какая-то... Как это вообще все? Понимаете, это же все не ручное, это все природа, здесь блин какой-то. Как будто спутниковая тарелка. Прикиньте, вот так вот растет скала, и на ней блин. Это как вообще вот получается? То есть никакого человеческого вмешательства здесь, никто ничего не обтачивает. Вот сама природа, ветер. И вот это очень странно, конечно, то, что наверху шапки вот такие образовываются. То есть вроде бы утончение, а потом бац, широкая часть на самой макушке находится. Так что очень необычно, красотища. Ребят, сейчас мы приехали в долину голубей, но меня здесь удивляют даже не виды, не голуби там или еще что-то. Ну, долина голубей, собственно, выглядит таким образом. Здесь она даже, ну, уступает предыдущим локациям, где мы останавливались. Здесь он такие тоже декорации всякие есть, голуби летают. Там он вдалеке, видите, выдолбленные такие в скалах углубления, как раз это и есть голубятни. То есть здесь разводили голубей в 9 веке уже, использовали, собственно, голубиный помет для аграрных целей, там выращивали огурцы, помидоры, короче, понимали уже тогда, что навоз как удобрение служит. Яйца использовали в качестве красок на фресках наскальных, и голубей использовали как почту. Вот, то есть 3 в одном. Голуби молодцы. Но я хотел сказать, здесь заметил, что, видите, есть дерево, на котором ленточки повязывают. Но опять же, ассоциация там с Сочи, когда повязывают, да и в Турции много где повязывают ленточки, и в Таиланде повязывают ленточки, Сочи, Абхазия и прочее. 100 рублей у нас обычно стоит комплект каких-нибудь вот таких веревочек. Но у турков все продумано, и обратите внимание, какое белое белоснежное дерево. А знаете почему? Да потому что оно все из туалетной бумаги. Это все туалетная бумага. Вот я как бы, ну, даже боюсь трогать, мало ли она использована. Я даже не знаю. Ну, короче, вот такой вот лайфхак. Если хотите экономить деньги, берите с собой туалетную бумагу и повязывайте, и загадывайте желание. Только исполнится ли качественно желание, я не знаю, с такой ленточкой, что будет. Вон, и сюда уже на это дерево перекинулось. Вот, либо влажные салфетки, либо туалетная бумага. Так что турки, эти, прошаренные, берите лайфхак на вооружение. Ну что, друзья, у нас сейчас будет обед, я уже отдельно его снимать не буду. Мы сейчас потихонечку возвращаемся в Кемер. Ну а вы пишите в комментариях, как вам выпуск про Каппадокию. По-моему, вообще просто огонь, просто бомбисиум. Что вам больше всего понравилось, напишите. Думаю, что, наверное, всем больше всего понравились шары, эмоции невероятные. Вот, и в принципе, любые там вот эти долины все с причудливыми формами тоже офигенно. Вот, так что, ребята, пишите комментарии, не забывайте про пальчики вверх, не забывайте поддерживать выпуск донатами по QR-коду здесь, по ссылочке в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает. Сами видите, что путешествие это не дешево, везде нужно доплачивать, даже в Каппадокии за отдельно, чтобы показать вам шары, это отдельно доплати, там доплати. Поэтому большое спасибо всем, кто поддерживает выпуски, и большое спасибо всем, кто поддерживает стримы. Стримы каждую субботу, делюсь впечатлениями. Вот сейчас будет в ближайшее время стрим, буду делиться впечатлениями от Каппадокии, буду делиться впечатлениями от отдыха, в принципе, в Турции. Поэтому большое спасибо всем, кто поддерживает и на стримах, и в выпусках. Вы красавчики. Без вас такого количества путешествий однозначно бы на канале не было. Так что всем большое спасибо за поддержку, за пальчик вверх. Ну и увидимся с вами в следующей серии. Всем чао, всем пока. Было путешественник, сердце стучит, нет приключений.